Вот уже почти 1,5 десятка лет в Украине функционирует сервис, ставший для нескольких тысяч украинцев таким же жизненно важным, как и сервисы неотложной медицинской помощи. Это заместительная поддерживающая терапия для людей, страдающих зависимостью от опиоидов. История программ заместительной поддерживающей терапии, или как часто мы слышим аббревиатуру ЗПТ, ведет свой отчет в Украине с 2004 года, с пилотного проекта, который начался всего в 2 городах, Киев и Херсон. О том, что эти программы взяли старт в Украине, я узнал от своего друга, который уже попал в первую 20-ку людей и, собственно, проинформировал меня о том, что еще порядка 10 человек в Киеве добирают. Мне рассказала моя подружка о том, что если ты употребляешь опиоиды долгое время, ты можешь попасть в такие вот критерии, попробуй. 24 декабря, как сейчас помню, 2004 года, мы с моей тогда еще девушкой пришли на первичную консультацию, пришли с большим трудом, будучи в абстинентном состоянии, как в народе говорят, ломки, и вышли оттуда с радостной новостью, что нас берут. Это лечение помогает многим не только сохранять свое здоровье, но и создавать семьи, рожать детей. Конечно, на заместительной терапии гораздо спокойней, безопасней рожать, чем будучи потребительницей уличных наркотиков. На улице каждый укол для тебя это может быть сепсис, то есть смерть твоего ребенка. Каждый укол может вызвать у тебя абсцесс, то есть, опять же, неизвестно, что для твоего ребенка, как минимум, нежелательные препараты, которые будут попадать через твою кровь к нему в организм. На заместительной терапии, конечно, все это контролирует врач. На протяжении многих лет заместительная терапия в Украине, как и в других странах нашего региона, реализовывалась в основном силами некоммерческих организаций. Но в настоящее время в стране происходит процесс перехода программ заместительной терапии на государственное финансирование. А это значит, что закупка препаратов, оплата труда медперсонала, материальное обеспечение работы сайтов – все это будет осуществляться за счет государства. И, конечно же, вопрос контроля качества этих программ в переходный период встает как никогда остро. Пациенты неоднократно жаловались на унижение, на какое-то предвзятое отношение со стороны врачей, в том числе на перевод обратно на сайт заместительной терапии, на получение препарата. Программа ЗПТ не может быть эффективной без составляющей медицинского и психосоциального сопровождения, на которое пока государство не выделило ни копейки денег, потому что это немножко другой формат финансирования. И я считаю, что сейчас как никогда важна работа горячей линии, важно обращение пациентов, вовремя обращение пациентов. Я хочу подчеркнуть это. Вполне вероятно, что в самое ближайшее время нас ожидает возросшее число жалоб на сервисы заместительной терапии. Кому же следует адресовать свои жалобы? Будучи пациентом, очень сложно жаловаться на своего врача, от которого во многом зависит твоя жизнь. Это не просто сделать даже в каких-то экстренных случаях, не говоря уже о рутинных моментах. Любая жалоба может быть сопряжена с негативными последствиями для самого клиента, начиная от возможного раскрытия его статуса и заканчивая лишением возможности получать препарат по рецепту. Кроме того, жалобы внутри системы, вероятнее всего, вызовут негативную реакцию со стороны сотрудников этой системы. Плюс ко всему, отношение к этому виду лечения в нашем обществе до сих пор, мягко говоря, неоднозначно. Именно для решения подобных проблем силами сообщества пациентов и был создан проект «Национальная горячая линия по вопросам наркозависимости и заместительной поддерживающей терапии». На горячую линию можно обратиться с разными вопросами. Это начиная от консультации, что такое заместительная терапия, как стать пациентом заместительной терапии, какие нужно сдать анализы, кого берут, кого не берут, где находится сайт заместительной терапии, адрес, контакты, врач, социальный работник, кейс-менеджер. И заканчивая такими экстренными ситуациями, например, могу привести, пациент вышел с комы в другом городе на 3-й день. Это была суббота, ему ничем не могли помочь. В результате нашего вмешательства мы связались с начмедом
облнаркодиспансера, ему была срочно обеспечена заместительная терапия. На горячей линии работает юрист, который оказывает юридические услуги, не только касающиеся заместительной терапии, а также наркозависимости, уголовных дел. Звонки у нас, как правило, анонимные. Если же нужно непосредственное наше вмешательство, пациент готов озвучить свою информацию, фамилию, имя, отчество, сайт, на котором он получает заместительную терапию, тогда мы озвучиваем эту информацию координатору, либо главврачу, либо, если надо, выше в прокуратуру там, и так далее. Еще очень много поступают звонков по вмешательству сотрудников полиции в работу сайтов заместительной терапии. Когда приезжают сотрудники полиции, грузят пациентов в автобус, везут в райотдел, откатывают пальцы, собирают личную информацию, отбирают телефоны. Мы тоже вмешиваемся в такие ситуации, они, как правило, решаются очень быстро. Также непредоставление заместительной терапии в местах лишения свободы. Это следственные изоляторы. Как правило, то, что закреплено за полицией, камеры предварительного заключения и изоляторы временного содержания, они возят без проблем пациентов на сайт заместительной терапии. Когда же пациент попадает в СИЗО, как правило, ему очень редко предоставляют дальнейшую заместительную терапию, также проведение детоксикации. Нам всегда было интересно знать, кто эти незримые помощники по ту сторону телефона. Кому мы доверяем свои проблемы, боль, а зачастую и свои жизни. Нам удалось записать интервью с одним из таких людей, но лишь на условиях полной анонимности. Почему анонимность? Потому что контингент, с которым мы работаем, он специфический, как ни крути. И не всегда мы можем помочь или в том виде, в котором пациент хочет вмешаться и оказать помощь. На той стороне телефона часто злятся, бывали случаи даже угрозы личной расправы, и поэтому анонимно. Помимо личной безопасности, та информация, которой с нами делятся пациенты, которые нам звонят, она очень деликатная, она конфиденциальная, которую мы не имеем права разглашать. Поэтому это тоже момент, который необходимо учитывать. После такого вступления нам стало интересно знать, почему, несмотря на подобные обстоятельства, люди все же выбирают работу в этой сфере. Я сам являюсь человеком зависимым, я много лет употреблял наркотики, и сейчас мне хорошо знакомо, сколько проблем в употреблении, и как мало людей пытаются и хотят вообще помочь зависимым людям. Поэтому сегодня я работаю в этой сфере и хотел бы помогать, насколько это у меня получается, людям с такими же проблемами, как у меня. Сейчас наркосцена меняется, очень часто звонят родители, у которых дети употребляют стимуляторы, и родители не знают, как быть, не знают, что делать вообще. И мы в этом случае тоже консультируем по поводу реабилитации, как диагностировать, употребляет ли ребенок, какие наркотики употребляет, куда обращаться, что делать. Операторы – это бывшие клиенты ЗПТ, либо действующие клиенты ЗПТ. Благодаря постоянным поддержкам, тренингам, мероприятиям, на которые они ходили, нанимаем тренера, который рассказывает о законодательстве, изменения законодательства, приглашаем юриста, который рассказывает правовые нормы. Благодаря этому они повышают свой уровень и оказывают эту помощь клиентам, звонящим на горячую линию. Когда поступает звонок, оператор предоставляет консультацию. Если же ему хватает компетенции, он сам отвечает на консультацию и предоставляет помощь. Если же здесь нужна помощь юриста и адвоката, мы подключаем к работе адвоката. Если необходимо, пишем в государственные органы разъяснения по поводу норм законодательства. Национальная горячая линия – это не просто служба для решения рутинных проблем пациентов. По сути, этот проект нацелен на то, чтобы вывести программы заместительной терапии на качественно новый уровень. И эту задачу можно выполнить лишь при условии активного участия самих пациентов. Простой пример. Несколько лет тому назад был закуплен препарат низкого качества, что вызвало довольно много нареканий клиентов. Однако лишь 30 человек от общего числа нашли в себе смелость подать официальные жалобы. Сегодня мы столкнулись с последствиями подобного бездействия. Тот же самый препарат был закуплен снова, но уже за государственные деньги. Если ничего не предпринимать, то это может стать сложившейся практикой. И еще. Хочется также обратить внимание на
проблему невовлечения пациентского сообщества в сам процесс закупок, как это происходило раньше. То есть мы не имеем возможности высказать свое мнение о препарате того или иного производителя. И получается, что мы вынуждены потреблять то, что покупает государство, и то, что оно сочтет нужным купить, а, как правило, это просто самый дешевый препарат. Улучшение требует проекты медико-психосоциальной помощи, раз. Улучшение требует вопросы вовлечения пациентов в процессы закупки препаратов, дабы покупать не то, что дешевле, а то, что более качественно и в чем более нуждаются люди. Третий момент – это вопросы стабильности и доступности, низкопороговости тех услуг, дабы государство, беря на себя лидерство, не добавляла к этому лидерству целый список отягчающих каких-то условий для того, чтобы попасть в программу. Я говорю, например, о вопросах диспансерного учета, с которыми мы сейчас активно боремся. Конечно же, предстоит еще многое сделать, но уже сейчас понятно главное. Вывести качество программ заместительной поддерживающей терапии на достойный уровень без активного участия самих пациентов невозможно. Пациенты должны понимать, что ответственность лежит в полной мере на них, потому что если мы, ребят, будем молчать, то никто это не сделает за нас. На сегодняшний день можем смело сказать, что это тот механизм, который является неотъемлемой составляющей функционирования такого сложного организма, как программа заместительной терапии в нашей стране. Когда любой клиент знает о том, что есть такая служба, он может с любой проблемой обратиться. И скажу абсолютно искренне, очень часто обращения на горячую линию возымели намного больше позитивного результата, даже чем обращение непосредственно сразу в администрацию того или иного лечебного учреждения. Если у вас есть какие-либо проблемы или претензии по поводу работы программ заместительной терапии или персонала программ, не стесняйтесь, не ждите, не откладывайте, обращайтесь на горячую линию немедленно, прямо сейчас. Ваш сигнал будет зафиксирован и по нему будет проведена соответствующая работа, и вам сообщат про результаты этой работы, и, соответственно, это непосредственно влияет на качество вашей жизни, на качество вашего лечения. Национальная горячая линия по вопросам наркозависимости и заместительной поддерживающей терапии. Мы работаем для того, чтобы повысить качество и доступность программ заместительной терапии на всей территории Украины.